В загрузочном экране уровня 1.7 зажимаем кнопку Quick Save. Грузимся, переключаемся на 30 FPS и кувыркаемся вот сюда вправо. Ну, естественно, с оружием, которое позволяет кувыркаться на кнопку Shoot Dodge. По какой-то причине сетап на Dodge Roll Immortality Glitch вот в этой касцене довольно сложный и очень чувствительный к тому, какие кнопки вы прожимаете. Поэтому я предлагаю следовать в точности инструкциям, которые я говорю. То есть зажимаем кнопку именно вправо, именно в том направлении, в котором я кувыркаюсь. Когда нам показывают, что Макс приземляется, вот здесь показывают его со спины, отжимаем кнопку Shoot Dodge. При этом продолжаем держать кнопку вправо. Вот сейчас Винни будет перепрыгивать пропасть. Когда нам камера будет показывать снизу вверх, как он будет прыгать, то есть нам покажут сначала пропасть вот эту, снизу вверх. Как только вот в момент, когда мы увидим Винни, мы нажимаем кнопку Shoot Dodge один раз с зажатой кнопкой вправо. И после этого сразу же убираем палец с кнопки вправо, зажимаем кнопку вперед и начинаем спамить кнопку прыжка с зажатой кнопкой вперед. Следите за инпутами. Все, мы оказались на улице. То есть что произошло? В момент, когда Винни прыгнул через эту пропасть, нас телепортировало. Мы нажали кувырок, таким образом игра нас телепортировала в момент анимации кувырка, мы получили Dodge Roll Immortality Glitch. Кроме этого, контроль над Максом у нас по-прежнему остался, и при помощи спама прыжка мы перепрыгнули, вот сейчас я покажу вам, небольшой вот этот вот бордюрчик. Вот. Вообще нас спавнит где-то вот сюда. Мы перепрыгиваем вот этот вот бордюрчик и падаем вниз на улицу. Дальше мы бежим вот сюда. И готовимся делать суперджамп на 20 FPS. Можно сделать суперджамп вот сюда. Можно сделать суперджамп на фургон. И здесь есть такая небольшая невидимая коллизия. Вот. С нее можно обычным прыжком допрыгнуть, но тяжеловато. Примерно вот с этой позиции можно сделать суперджамп еще вот сюда. Вот. Либо, ну я говорю, это немножко сложнее, сейвит где-то, ну может 1 секунду. Либо вот сюда проще допрыгнуть и вот отсюда делаем суперджамп. Значит, у нас Dodge Roll Immortality Glitch, если все получился, то по нам не попадают враги. Вот здесь есть небольшая камера, я предпочитаю ее не брать, потому что, ну, немножко как-то дезориентирует. Дальше мы прыгаем вот сюда. И есть несколько вариантов прохождения вот этого сегмента. Самый быстрый, наверное, это заключается в том, что мы кидаем гранату немножко префайром вот сюда. Переключаемся на двойные инграмы, убиваем вот этих. Здесь мы подбираем гранату с одного из трупов. Это довольно важно, эта граната нам потом пригодится. Ну, в принципе, если вы ее пропустили, то, наверное, не страшно. Можно и без нее. То место, куда упадет граната, очень зависит от того, в какой тайминг вы кинули свою гранату, вот стоя там. Также мы желательно подобрать вот здесь один инграм, убиваем вот этого и подбираем с него тоже инграм. Здесь подбираем пейнкиллеры. Прыгаем вот сюда. И здесь желательно войти вот в эту открытую дверь. Проще всего это сделать, переключившись на 20 FPS. Давайте я даже покажу триггеры. Вот видите, вот этот маленький голубой триггер, при подходе к нему закрывается дверь. То есть нам нужно на низком FPS пройти мимо этого триггера. Это можно сделать кувырком. Кувырок влево делаем примерно вот с этого стекла. Но в этом случае у нас пойдет Dodge Roll Immortality Glitch. Можно сделать это шут-доджем, то есть шут-додж вперед через вот этот вот триггер. Но это тоже немножко медленно. Проще всего, я говорю, на 20 FPS вот так вот проходим и все. Здесь еще есть такой момент, связанный с катсценой Винни. То есть вы можете... Это довольно редко происходит, но все же может произойти. Если Винни увидит вас, то есть вы видели, да, он убегает вот в эту сторону. Очень редко бывает так, что он замечает Макса, и это активирует катсцену. В этом случае надо либо сейфлоудиться, либо делать сейф глич. Но если вы не готовы к тому, что вы увидите эту катсцену, то вы этот сейф глич не сделаете.
Но это происходит довольно редко. Таким образом, мы дальше идем, переключаемся на сотку. Да, здесь, наверное, все-таки нежелательно получать урон. Дальше бежим вот сюда. Здесь, если все плохо по здоровью, то вот здесь есть 3 таблетки. Давайте третью возьму. И здесь для того, чтобы сейвить патроны на беретты, точнее патроны на ингам, они довольно ценные, я здесь расстреливаю врагов с берет. Ну, довольно медленное исполнение сейчас было. Ну, все равно иногда приходится переключаться на лучшее оружие, то есть на инграмы, потому что с берет их тяжело всех убить. Только если хедшотами, но... Мы должны убить всех в этом коридоре. Вот этот первый враг, он умирает от гранаты, которая кидается по скрипту. Поэтому на него мы не обращаем внимания. Ну, то есть вот такой момент. Из-за того, что мы сейвим патроны на инграмы, здесь либо медленно проходим, либо мы тратим эти самые патроны на инграмы и убиваем всех быстро. Обязательно, кстати, нужно подобрать вот инграмы с вот этого чувака. Здесь 50 патронов. Ну, вот сейчас довольно хорошо получилось. Вот. Дальше бежим сюда и убиваем вот этого врага. И готовимся делать сейв глич. Но давайте покажу также альтернативный вариант прохождения данного уровня. Давайте, наверное, даже загружу сейв и покажу еще от начала до конца. Здесь есть еще другой сетапчик, как можно сделать Dodge Roll Immortality Glitch. Кувыркаемся вперед вот в этом направлении. Держим, опять же, зажатые 2 кнопки и кувыркаемся и ждем катсцен. Так, давайте я пока с триггеров отключу, чтобы не мешали. Опять же, ждем, пока Макс приземлится на крыше. Когда приземлится и нам покажут его со спины, как он бежит, отжимаем кнопку Shoot Dodge. Вот сейчас отжимаем. Этот сетап немного легче тем, что нам не нужно так много переставлять пальцы на кнопках мувмента. Опять же, когда увидим Винни, делаем один кувырок, вот сейчас, и сразу же спамим прыжок, не отжимая кнопку вперед. Вот. Ну, я не знаю, у меня этот сетап получается хуже. Я говорю, вот по какой-то причине Dodge Roll Immortality Glitch на этом уровне очень чувствителен к тому, что вы делаете. Казалось бы, все зависит только в таймингах, но вот по какой-то причине получается очень хреново. Давайте посмотрим, получился у нас глич или нет. Да, глич получился, хорошо. Есть еще другой вариант, где мы сейвим больше патронов на инграмы. Этот вариант, наверное, больше подходит для новичков, у которых тяжело с менеджментом патронов на инграм, потому что они нам очень сильно понадобятся на последнем уровне Part 1, на уровне 1.9. Мы здесь никого не убиваем. Немножко меня гранатой надамажило, но это не страшно. Из-за того, что мы врагов не убили позади нас, вот эта дверь автоматически закрывается. То есть вы выбираете либо один маршрут, либо второй. Вот здесь лежат патроны на инграм, их можно подобрать. Здесь можно сделать суперджамп по лестнице. Это немножко дольше будет, но вы тем самым приобретаете кучу патронов на инграм. Вот, вы мало того, что не тратите их на мужиков, так еще и подбираете сотку. Давайте я его убью, чтобы не мешал. Здесь уже можно, в принципе, тратить инграмы. Еще такой момент. Может быть так, что у вас в этот момент, когда вот вы добираетесь до этого сегмента, у вас будут полные патроны на инграм. Ну, давайте я даже чит пропишу. Вот, у меня сейчас 300 патронов. Но при этом я буду их сейчас тратить в перестрелке вот в этом коридоре. Для того, чтобы мне немножко засейвить патроны, которые подбираются с врагов. То есть я вот просто так убил его, я, видите, не могу подобрать. Но при этом я уже потратил. Вот. Что делаем? Когда мы вот здесь вот спускаемся, я обычно просто немножко
трачу и перезаряжаюсь. Таким образом, убив вот этого, видите, я подобрал. То есть немножко с запасом можно подобрать запас. Это второй вариант, он чуть медленнее. Я не могу сказать на сколько секунд, но секунд, наверное, на 5 где-то, наверное, медленнее. Потому что вы не входите в открытую дверь. Дальше, собственно, мы пришли к тому же моменту. Мы, опять же, для того, чтобы вот эта дверь открылась, вам нужно убить, сколько получается, раз, два, три, четыре, 5 человек в том коридоре, и вот этого нужно убить. Вот в эту дверь мы входим с зажатой кнопкой квиксейва. Сейв гличимся в катсцену. Дальше нам нужно кинуть гранату примерно вот сюда. Я обычно на похуях кидаю, но как бы есть игроки, у которых сложности с броском гранаты, потому что там стоит, по-моему, 4 врага, и нужно, чтобы они все умерли для того, чтобы уровень закончился. Соответственно, есть сетап тоже на бросок этой гранаты. Мы кувыркаемся и... Сейчас я даже попробую показать. Вот смотрите, из угла... Ну, у меня сейчас Макс не совсем в углу стоит. Надо, чтобы он в углу стоял. У него голова, макушка головы должна быть вровень. Ну, давайте я, наверное, даже попробую показать в Paint. Так, она должна находиться где-то вровень вот с этой вот чертой. Ну, видите, да? Конец стены, короче, потолок стены. Хуй знает, как назвать, короче, вы поняли. И кидаем гранату. Сейв гличимся. Вот, кидаем еще одну гранату. И в катсцене, когда у нас уже камеру отбирают, я чуть-чуть прохожу вперед. Для того, чтобы оказаться перед боссом. Вот смотрите, если мы всех врагов убили, то в конце вот этой катсцены, сейчас будет конец катсцены, в конце Винни начинает идти. Он выходит из своей позиции и начинает идти из стороны в сторону. Это означает, что мы всех убили, что все хорошо. Если же вы видите, что у вас Винни сидит на одном месте, значит вы кого-то не убили. Граната кого-то не задела. И нужно будет сейчас справиться с Винни и потом, скорее всего, развернуться и добить тех чуваков, которых не добили. Хедшотом ему стреляем по голове. Ну, мне повезло, я как бы никого не оставил в живых. И здесь, вот сейчас, после того, как мы добили Винни, здесь, смотрите, вот, давайте еще раз даже покажу в Paint. Вот, здесь один инграм, и здесь где-то один инграм. Их желательно подобрать, потому что это 50 патронов. Но при этом тоже смотрите, чтобы вы не подобрали обрез. И здесь еще можно сделать скип комикса на Escape. Проще всего делается на 30 FPS. Опять же, смотрим на фейдаут экрана. Так, и еще одну вещь я забыл вам, наверное, показать. Есть у меня где-то здесь еще раз? Да, вот смотрите. Еще один враг с обрезом, который желательно не подбирать. Вот здесь обрез. Вот здесь. Его желательно не подбирать. То есть с этого чувака, который выходит вот отсюда. Либо на высоком FPS его убиваем, чтобы обрез упал и долго как бы оставался лежать на земле, его нельзя было подобрать. Либо как-то перепрыгиваем. Перепрыгивать, наверное, медленно. Короче, строим свой маршрут так, чтобы не подобрать обрез. Еще один момент, связанный со стартовым гличом вот в этой катсцене, заключается в том, что у начинающих раннеров может быть такой баг, что они начинают этот уровень, и у них макс постоянно умирает по циклу. То есть они попадают в deathloop. Давайте я сейчас попробую словить. Да, вот именно так это и происходит. Это связано с тем, что вы, скорее всего, поздно прожали кнопку прыжка. В качестве одного из радикальных вариантов, если у вас никак не получается избежать этого бага, могу предложить вообще не делать DRI. И просто, когда вот мы видим Винни, как он прыгает снизу вверх камера, без всяких кувырков, вообще не кувыркаемся в этой катсцене, просто зажимаем кнопку вперед и спамим кнопку прыжка. В этом случае у нас, конечно, не будет DRI, до Dual Immortality глича. Вот я сейчас спамлю кнопку прыжка с зажатой кнопкой вперед, и у меня макс спокойно приземляется. Давайте я покажу также, как этот уровень проходится без
даджу Immortality глича в том случае, если он у вас не получился, или если вы его не делаете. Здесь все стандартно. На 20 FPS прыгаем, сейвимся. Вот так вот мы их убиваем. Сюда прыгаем, этого тоже убиваем, ставим все. Эта перестрелка довольно простая, если вы знаете, где враги, где они спавнятся. Здесь можно подобрать инграмы, если у вас их мало. Можно пройти вот так. Если все плохо по хп, то можно зайти вот сюда, взять таблетки. Собственно, убиваем вот этого префайром. Здесь выбегаем, как бы стараясь не прижиматься вот к этой стенке, наоборот, прижимаемся как бы далее по такой траектории. Иначе он нас попадет, скорее всего. Здесь сначала стреляем в правого чувака, его немножко в стагер кидаем, даже если он не умрет, это не страшно. И сразу же быстро переводим прицел на того, кто выбегает слева с обрезом. Давайте еще раз попробуем. Вот иногда вот этот враг умирает сразу, иногда не умирает. Даже если он не умер, мы после смерти вот этого его потом добьем легко. Ну все, в принципе, остаток уровня проходим как обычно.